В этом видео я расскажу, как самостоятельно добраться из Милана до озера Кома на общественном транспорте, сколько это будет стоить, что вообще можно посмотреть на озере Кома, какие там есть достопримечательности, где попробовать самое вкусное мороженое и как найти самые красивые места в городе Кома. До озера Кома можно добраться из 3 железнодорожных вокзалов Милана. Первый – Милано Норде Кадорна, второй – Милано Централи и третий – Милано Порто Гарибальди. С какого вокзала ехать, решать вам, в зависимости от того, где расположен ваш отель и откуда вам будет удобнее и ближе добираться. В городе Кома возле озера поезда останавливаются на 2 железнодорожных станциях. Первая – Кома Норде Лага и вторая – Кома Сан-Джованни. По сути, прогулку можно начать с любой из них. Но учитывайте один важный момент. Поезда из разных вокзалов Милана приходят на разные станции в городе Кома. Скажем, от вокзала Кадорна вы прибудете на станцию Кома Норде Лага. А чтобы приехать на станцию Кома Сан-Джованни, вам нужно будет садиться в поезд со станции либо Милано Централи, либо Милано Порто Гарибальди. С вокзала Централи поезд будет идти минут 40. Цена проезда при этом фиксированная с любого вокзала и составляет 4 евро и 40 центов. Однако с железнодорожной станции Централи поезд идет минут 40 до города Кома, тогда как со станции Кадорна около часа. Билеты можно купить онлайн на официальном сайте, который указан, либо непосредственно в любой из касс одного из железнодорожных вокзалов как в Милане, так и в Кома. Поезда ходят каждый час, начиная с 5:40 утра и до 12:40 ночи. В самом городе и непосредственно возле озера Кома можно посмотреть как различные виллы, так и соборы, парки, а также прогуляться по красивым улочкам города. Некоторые виллы можно увидеть только с воды, и для этого нужно будет воспользоваться водным видом транспорта. Между городками на озере Кома курсируют 3 вида водного транспорта – теплоходы, скоростные катера и паромы. Цена зависит от расстояния поездки и составляет от 1,5 до 13 евро в одну сторону. Соответственно, билет туда и обратно будет стоить в 2 раза дороже. Есть вариант купить проездной на сутки, цена которого также будет зависеть от его пути и зоны действия. К примеру, проездной по центральной части озера, который охватывает города Беладжо, Варену и Минаджо, будет стоить около 23 евро. Купить билеты можно онлайн на официальном сайте, который указан, либо же непосредственно в кассе на пристани. Те, кто приехал на озеро Кома на целый день, может воспользоваться данной услугой. Однако, если вы приехали на полдня или несколько часов, то совместить прогулку по озеру и езду на теплоходе будет весьма проблематично, либо же вы просто меньше погуляете по городу и, соответственно, увидите меньшее количество красивых мест. Все ссылки на официальные сайты я дам в описании к ролику. Итак, какие же достопримечательности можно увидеть, посетив город и озеро Кома? Удобнее всего будет приехать на вокзал Кома Норде Лага, который расположен прямо на набережной возле озера Кома. До него можно доехать на поезде от железнодорожного вокзала Кадорна за час, о чем я ранее рассказывала. Приехав сюда, первые достопримечательности, которые можно будет увидеть, будут Чиеза ди Сант-Агостино, фуникулер с обзорными площадками, площадь Кавур, кафе Россетти, где можно будет попробовать мороженое, Чиеза ди Сан-Джакомо, старинное здание Бролетто, кафедральный собор, театр Сочали, базилика ди Сан-Феделе, площадь Феделе и храм Дель Сантиссимо Крочефисо. Дальше можно будет дойти до фуникулера, на котором можно будет подняться до нескольких обзорных площадок с видом на озеро Кома. Цена билета на фуникулер в обе стороны составляет 6 евро. Фуникулер ходит каждые 15 минут и, конечно же, выгоднее занимать первую кабинку, чтобы иметь хороший обзор. Доехав на фуникулере наверх, вы сначала подниметесь на одну обзорную площадку, а потом можно будет спуститься уровнем ниже и увидеть еще один красивый вид на озеро Кома, где получаются очень красивые фотографии, в особенности в солнечный день. Здесь стоит выделить как минимум час для прогулки. При желании можно посидеть в кафе с красивой панорамой на озеро. Лучшим временем для посещения озера считается весна и осень, поскольку летом здесь высокий сезон и можно наблюдать перенасыщенность туристами и, соответственно, более высокие цены на проживание.
Кстати, озеро Кома расположено недалеко от границы с Швейцарией, и, например, в то же Лугано, один из швейцарских городов в италоговорящем регионе Тичино, можно приехать как на поезде, так и на автобусе из города Кома. Расстояние между городами составляет около 30 километров, так что, будучи здесь, можно также недорого посетить и увидеть Швейцарию. Но об этом более подробно я расскажу уже в своих следующих обзорах о Швейцарии. Прогулявшись по обзорным площадкам, можно вернуться обратно на фуникулере вниз и продолжить осмотр достопримечательностей, направляясь уже в противоположную сторону от фуникулера по набережной вдоль озера Кома. Озеро Кома является самым глубоким озером в Италии, его глубина составляет 400 метров. Также оно является и самым популярным. Здесь расположено большое количество вилл разных знаменитостей и мировых звезд, а в рейтингах оно всегда занимает лидирующие позиции, как самое красивое озеро в мире. Его, кстати, можно увидеть во многих известных фильмах, поэтому, будучи в Милане, грех не воспользоваться возможностью, чтобы не посетить это озеро, поскольку оно расположено всего в 40 километрах от Милана. В озере Кома можно купаться, и местные здесь ловят рыбу, из которой впоследствии готовят различные местные блюда. Также на озере Кома родилась фотография в 1833 году, а пейзажи Кома представлены в ведущих музеях мира. Пройдя вдоль набережной, первое, что нам встретится по пути после фуникулера, будет площадь Кавур, одна из главных площадей города Кома, где расположены лавочки для отдыха и большое количество различных кафешек. Если пройти эту площадь и зайти вглубь узких улочек, то вы дойдете до кафе Россетти, где продают очень вкусное мороженое. Цены, конечно, высокие, но они того стоят. И если его сравнивать с мороженым в той же Барселоне, то сразу могу сказать, что оно значительно вкуснее. Недалеко от мороженого расположена церковь Сан-Джакомо со старинным зданием Бролетто и главным кафедральным собором города Кома, который славится своей красотой и внушительными размерами, длиной 87 метров и шириной 37-56 метров. Возле кафедрального собора расположен театр Сачали. А если немного пройти, то можно выйти к базилике Сан-Феделе и одноименной площади. Вообще в городе Кома имеет смысл просто даже прогуляться по его узким улочкам, где открываются красивые виды, а также пройтись вдоль самого озера по набережной, где можно увидеть популярные пейзажи. Здесь, в общем-то, не обязательно зацикливаться на определенных местах и достопримечательностях, поскольку некоторые пейзажи по красоте превосходят даже старинные строения. Так что настоятельно рекомендую именно пешие прогулки, для которых неплохо будет подготовить удобную обувь, так как расстояния вдоль озера достаточно большие. Следующими достопримечательностями, которые встретятся вам по пути во время прогулки, будут базилика ди Сант-Абондио, памятник Руки, церковь Санта-Мария ди Лоретто, парк Джардинья-Лаго, музей Темпио Вольтиано, мемориал, посвященный погибшим во время Первой мировой войны, церковь Сан-Джорджо, вилла Сапорити, вилла Галья и вилла Ольма. Если вы приедете на станцию Кома Сан-Джованни, то перечисленные достопримечательности в этом случае окажутся первыми, и с них и можно будет начать свою прогулку и знакомство с городом Кома, поскольку данная станция расположена как раз недалеко от памятника Руки. Поэтому, как я ранее уже говорила, неважно, на какую же дистанцию вы приедете, с любой можно начать прогулку в одном или противоположном направлении. На самом деле, если гулять вдоль набережной озера Кома, можно встретить намного большее количество вилл, чем было показано. Все зависит от того, сколько времени у вас есть в запасе для прогулки. И, конечно, чтобы увидеть самые красивые и знаменитые виллы, имеет смысл воспользоваться водным транспортом, о чем я ранее рассказывала. Показанные в обзоре достопримечательности можно обойти за 40 минут, если не останавливаться для фотографий. Но, конечно же, имеет смысл оставить больше времени для прогулки.
поскольку здесь открываются очень красивые виды и пейзажи. Все названия достопримечательностей и ЖД-станций как в Милане, так и в Комо будут в текстовом документе, прикрепленном в описании к ролику. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией по городам Швейцарии.